Всем привет! И вы снова на канале Супер Арбалет. Сегодня в этом видео я расскажу, как правильно привязать пипсайт к вашему блочному луку. Вообще пипсайт — это очень важный аспект в стрельбе из лука, и как вы его привяжете, будет зависеть не только точность ваших попаданий, но и целостность вашего лука. В этом видео я покажу несколько способов, как можно обмотать пипсайт. И расскажу, в каком случае можно его просто не обматывать. Поэтому, ребят, смотрите видео до конца, будет очень интересно. И оно будет полезно как начинающим лучникам, так и опытным стрелкам. И первое, с чего хочу начать, о том вообще, зачем привязывать пипсайт. Пипсайт, всем понятно, что имеет какой-то вес. Соответственно, при выстреле он все время норовит вылететь с тетивы. И за счет канавки на этом пипсайте он как раз и держится на тетиве. Отсюда можно сделать вывод, что чем у вас сильнее скручена тетива, тем надежнее у вас держится пипсайт. Соответственно, меньше он подвержен будет вылету и либо сдвигу по высоте. Поэтому, если у вас сильно скручена тетива, примерно 1,5 оборота на дюйм, то теоретически пипсайт можно не обвязывать. Часто можно встретить, что пипсайт обмотан с двух сторон, сверху и снизу. Такой способ мы сегодня покажем и расскажем. Он довольно-таки простой, но имеет свои плюсы и минусы. Плюс в том, что вы можете довольно-таки спокойно подвинуть пипсайт. А минус в том, что если вы захватите лук, то пипсайт вылетит, и вы его вряд ли когда найдете. Также часто бывает, когда вы стреляете, то через какое-то время вы начинаете замечать, что тетива у вас начинает пушиться. Но пипсайт при этом довольно-таки хорошо закреплен. Что этому способствует? Этому способствует, что при выстреле все равно у вас пипсайт немножечко гуляет, у вас тетива доходит до конца, обратно отклоняется, и пипсайт немножечко погуливает. За счет этого движения оно, в принципе, обычному глазу незаметно, и происходит пушение тетивы. И как этого избежать, мы сегодня покажем в нескольких способах. Поэтому поехали смотреть, чем мы тут будем мотать. И учитесь, ребята. Я думаю, что видео будет очень полезное. Так, поехали. Первый способ. Сейчас просто обвяжем сверху и снизу, без того, что у нас будет тетива крутиться. То есть просто завяжем, и пипсайт зафиксируется. Начинаем заматывать. Примерно 5 оборотов. Сверху один. Это самые простые узелки, и вяжем мы их от пипсайта, а не на пипсайт. Поэтому 3, 4, 5. Теперь подтягиваем это все сюда. Опа. Значит, начинаем. Раз. Но до конца не завязываем узелок. Должны получиться такие колечки. 2. 3. Подожмем вот здесь вот и начинаем. Запускаем 1.
так вот у нас получается. Можно вытянуть шестигранником. Все, обрезаем и обжигаем. Ну и вторую сторону также обматываем. Бабочка, видите, получается, и потихонечку вытягиваем. Придерживать здесь тоже нужно. Обрезаем и поджигаем. Видите, все готово. Соответственно, этот способ, как я уже показал, у нас все идет по прямой. Ничего у нас не крутит нашу тетиву, соответственно, пипсайт стоит ровненько. Чтобы пипсайт не крутился, я рекомендую использовать данный способ. Поехали к следующему. Как я это делаю? Вставляю чуть-чуть в тетиву. Соответственно, начинаю обматывать. Вот этот краешек обмотки мы заматываем. 3, 4, 5. Теперь мы его перекладываем сюда.
Я, может, чуть-чуть пододвинуть могу там. Самое главное, только правильно нужно обматывать в другую сторону. То есть, если вы заматываете в эту сторону, то есть вы должны понимать, что... Короче, сейчас объясню, что понимать. Вот если вы закидываете в эту сторону неправильно, то сразу же можно прикинуть. Если вы будете заматывать, то вы будете здесь, короче, эта сторона будет заматываться, а эта не будет разматываться. Поэтому всегда на первом узелке вы прикидываете. То есть раз, смотрите, видите? Ты заматываешь, видишь, разматывается. Все, значит, правильно пошел. Раз. Здесь также примерно. 2. 3. 4. 5. 6. В эту сторону закладываем. И поехали. Раз. Видите, здесь заматываем, а здесь, видите, разматывается. Я вот это имел в виду до этого. 3, 4, 5, 6. Там, ну, наверное, ошибся, может, короче, ладно. 6, там, 7, без разницы. Теперь придерживаем и потихонечку вводим. Она аккуратненько может чуть-чуть размотаться, но вот она может... Здесь, видите, мы еще не вытянули, поэтому чуть-чуть можно подправить. Но там она довольно-таки уже плотно лежит. Берем наш снова ключик золотой. Все, видите, плотненько замотано снова. Обрезаем. Обрезаем и поджигаем. Вот видите, как пипсайт у нас теперь немножечко в эту сторону наклонился, да? То есть мы должны понимать, что мы крутили в эту сторону, пипсайт у нас начал вращаться. В отличие от способа, где мы просто впрямую заматываем. То есть наш пипсайт, как изначально стоял прямо, так он и остался стоять прямо. Здесь наклонился. Это видно. Я думаю, что здесь нужно сделать, что вы здесь мотаете в одну сторону, здесь в другую, соответственно, ровно. Если вы хотите его повернуть, соответственно, вы мотаете в эту сторону и в эту же сторону замотали. Например, у вас пипсайт так стал стоять ровно. Но здесь у нас видно, вот он чуть-чуть наклонился вправо. Так, пока тут, короче, со мной оператор говорит, что можно попробовать другой способ. Сейчас сразу покажем. Он такой же. Просто здесь самое главное нужно понимать. Смотрите, ребят, в какую сторону мы с вами заматываем. То есть в зависимости от того, куда нужно крутануть пипсайт, вы должны положить обмотку. То есть, видите, мы если крутим в эту сторону, вот видно, что мы в эту крутим, да, то и пипсайт наш будет разворачиваться в эту сторону. Если мы же сделаем наоборот, так, пойдем, и пойдем, например, вот так вот, видите, вы должны это учитывать. Про что я и говорю, этот способ, он как бы хороший, но смотря в какую сторону нужно крутить пипсайт, если вам его нужно крутить. Если все понятно по этому способу, то я очень рад буду. Смотри, вот сейчас вот эту ниточку вот так натягиваешь и вторую вытягивай. Не сильно, просто ее притягивай. Да, тяни, тяни. Все. И теперь продолжаем мотать. Теперь носик там мотаться не будет.
Видишь, и здесь нам нужно сюда вот положить, видите, вот на эту часть, чтобы начать заматывать. Раз. Надо держать немножечко под натяжением. Здесь не нужно отпускать, потому что если мы отпустим, это может все туда вот уйти. Короче, будет потом не очень удобно. Ну, конечно, все приходит с опытом, но если вы чуть-чуть держите в натяжении, видите, как я это делаю, то это все становится довольно-таки понятно. Здесь главное не отпускаем. Держим до конца. Чирик. Обычно я всегда это делаю через карандашик. Но короче, почему-то я так всегда делал. У меня был всегда карандаш простой. И вот этот узелок я сейчас, покажу потом. Я его там через карандашик пропускал, у меня он с карандашика соскальзывал туда. Я никогда руку не держал. Не знаю, почему так, но как-то я так, видимо, где-то подглядел с самого начала своей работы и запомнил просто так. Ну, если все делать аккуратно, не торопясь, то проблем никаких не будет. Кстати, смотри, а пипсайт особо не развернулся. Какая-то. Видимо, теория не работает. Значит, мы дали немножечко здесь натяжения. Мне показалось, что пипсайт, типа, как бы, я сначала вам говорил, что он типа так развернулся, потом он почему-то так развернулся. Но, как я и сказал, что если мы обматывали в эту сторону, то у нас пипсайт стал, прямо. Я дал чуть натяжение проверить, он чуть-чуть сюда наклонился, но, когда я обмотку снял, он еще, видите, больше наклонился. Потому что если я сейчас сниму натяжение, видите, он будет практически ровно. Я его в эту сторону мотал, дал натяга, видите, сразу же у нас он повернулся. Поэтому наша обмотка, положена в эту сторону от меня, развернула пипсайт. Короче, в этом способе, ребят, нужно учитывать, в какую сторону вы заматываете. Ваш пипсайт будет разворачиваться. Берем ниточку подлиннее, так как у нас будет идти отсюда, будем заматывать. Потом перейдем на эту сторону, потом обмотаем пипсайт и на эту сторону и выйдем сюда. Чем хорош данный способ, то что у вас пипсайт обматывается, здесь привязывается, дальше здесь заматывается, и у вас, как я уже говорил, он при выстреле не пушит тетиву. Два, три, 4, 5. Также примерно 5. Здесь раз, 2, 3, 4. И вот здесь мы выходим сюда вот. Раз. Здесь нужно вот поплотнее сделать, видите? Чтобы она вот так вот не была у вас. Видите? Если мы не плотно сделаем. Надо поплотнее сделать. Ну и дальше продолжаем все так же. Чуть-чуть нужно плотность соблюдать. Смотрите, ребят, здесь можно сделать как? Можно вообще как бы очень плотно, видите, замотать дальше. Прям вот так вот плотничком. А можно сделать небольшие отступы. Здесь не принципиально, как мы это будем делать. Просто наша задача, чтобы пипсайт у нас был обвязан.
Поэтому я сделаю с небольшими отступами, а вы можете полностью заматывать. Но надо просто нитки тогда больше вам изначально брать, нитки, чтобы чем больше здесь обмотки кладете, тем длиннее должна быть нитка. И, соответственно, должно быть примерно равное расстояние от каждой ниточки. Не так, что километр здесь, а здесь типа все плотно. Все должно быть равномерно. Никуда мы не спешим, там, не гоним лошадей. Что-то не получается, ничего страшного. Еще раз переделали, 2, 3, 4, 5 раз, нам это знакомо. Здесь, по идее, вот так бы вообще было бы неплохо бы использовать так вот. Блять, чуть ли ножницами не отрезал. Они, видите, очень похожи. Зажим. Зажим можно поставить, зажим. Пожалуйста. И идти дальше. Я использую периодически зажим, но все зависит от того, насколько он мне вообще нужен. Насколько у меня там опыт хватает на то или иное действие. Смотрите, значит, мы уже приближаемся к вот этой кульминации. Сейчас объясню, что за кульминация и что это такое. Вот. Смотрим, все поправим. Вот видите, перебрасываем. И вот сюда его нужно завести, нам ниточку. Вот, завели. И теперь раз, обмотали. Два обмотали. И потихонечку поплыли сюда вот. Сейчас он там выйдет, но это ничего страшного. Нам самое главное сейчас красоту наводить. Смотрите, он сейчас сюда вытащится. Видите, чуть-чуть. Ну ничего страшного. Все, и дальше прям вот так вот. Сюда. И дальше. Да.
Там, конечно, если плотно будет наматывать, то все будет, может быть, даже еще полегче. Просто нитки много будет уходить, а какой смысл? Как бы я не вижу особо. Да, кстати, может быть, там кому-то будет интересно, какой мы ниткой это все обматываю без разницы. Это нитка Angel. Это мы ее вообще для классики используем, но там что-то начал я 3D мотать. Тоже можно, но что-то захотел этой, короче. Это без разницы. Любой обмоточной ниткой начинаете мотать. Есть брауновские дешевые, там типа номер 4. Что там, BCI, что у нас там дешевое есть? Кто его знает. Ну, короче, можно посмотреть, не помню уже. Мы мотаем-то либо 3D, либо Halo блок, а соответственно классику BCI 97, либо уже Angel мотаем. Там 3 варианта и 3 разных обмотки. Здесь все так же, только в обратную сторону. Это вот. Про карандашик вот что говорил. Раньше всегда так делал. Еще его воском немного вот так вот смазывал. Чик-чик-чик. И вот так вот. Чик. Так вот у меня такая привычка всегда, почему-то не знаю. Ну вот как-то так, вот такой способ. Ну, красиво выглядит. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Смотрите, как эта нитка горит, она практически не образовывает бабышек, в отличие от BCI. Ну, вообще, она как пластик какой-то. Так, третий способ закончили. Приступаем к четвертому. Мне он тоже очень нравится. Итак, последний способ. Мы тут будем мотать. Привязываем само тело пипсайта сначала. Пару раз нормально будет. Так.
Вот видите, одна сторона зафиксировалась и вторая зафиксировалась. И теперь начинаем узелками. Все плотненько тянем, чтобы прям четко фиксировалось. Прям сразу вытягиваем каждый узелок на максимум. Все, и уже потом последний обжигаем и фиксируем. И здесь также. Видите, также. 2. Там 7 раз я здесь сделал. И здесь тоже 7 сделаем. 3. Сразу подтягиваем все хорошо. 4. 5. 6. 7. Вот у нас еще, видите, один способ, как можно обмотать. Ну, так что все, что могли показать, вам показали. Выбирайте свой любимый способ и мотайте. И обматывайте пипсайд, а не мотайте. Мотайте, надо сказать, на ус. Надеюсь, видео было полезным. Рекомендую вам подписаться на наш канал, ну и следить за нашими новостями в ВК, наверное, только теперь ВК, потому что подразумеваем, что YouTube больше не будет работать. Рутуб у нас всего вообще колхоз какой-то, там 16 подписчиков. Беда просто. Я хоть сам и смотрю Рутуб, но понимаю, что, наверное, будущего нету, пока YouTube работает. Дзен вроде есть просмотры, но тоже непонятно. Что там, куда, как. Поэтому, наверное, ставку будем ставить на ВК. Поэтому, ребят, подписываемся. Ждем новые видосы. Чао!